Короче, сижу я на ютубе и нахожу АРГ по Майнкрафту. И думаю, а чё б не снять такое интересное видео? Надо разнообразить контент на моем канале, да и тем более АРГ, Майнкрафт, моя любимая тема, ну то есть игры, да. Так что приятного просмотра, оставьте отзыв там в комментах, да. 21 декабря 2022 года создается канал по Майнкрафту под названием Альфа Майнкрафт Геймплей Reloads. Заглянув в описание, мы можем узнать данную информацию. Старые Майнкрафт видео на моем супер старом компьютере. Раньше я загружал их на другой сайт, похожий на YouTube, который был закрыт. К сожалению, я не могу вспомнить название указанного сайта. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этой игре, поэтому я решил повторно загрузить их на YouTube. Надеюсь, их можно посмотреть. Воу. В этот же день выходит видео под названием Mines. Звук искажен, а видео размыто, так что понять, что это версия, пока не получится. Игрок отправляется в шахту, но вскоре у него ломается кирка. И это конец видео. Следующее видео Encounter намного интереснее. Оно все так же размыто, а звук стал менее искаженным. В начале видео мы слышим пугающий звук, а игрок убегает от кого-то. Выбравшись из шахты, он забегает в дом и прячется под землей. Также мы слышим рев существа, ищущего игрока. Все стихает, и игрок вылезает из-под земли. Подходит к шахте, и видео обрывается. Следующее видео Prepare не менее интересное. Качество заметно улучшилось, так что мы теперь можем узнать, что за версия Майнкрафта. Альфа 1.1.2.01. На Майнкрафт Вики я не нашел ничего интересного. Игрок выходит из шахты. Вероятно, он встретил это существо. Это можно понять, взглянув на здоровье. Подойдя к дому, игрок видит табличку над входом, на которой написано: «Это не твой мир, он мой, это мир». Забежав домой, игрок застраивается в нем, закрывая все окна и убирая факела. Убирая последний факел, он что-то замечает в окне. Начинает играть жуткий звук и темнеет экран. Игрок выходит из мира, и видео заканчивается. На следующем видео Return игрок возвращается в этот мир. Поставив факел, он понимает, что все еще находится дома, но в нем расставлена куча табличек с надписью «Уходи». Сломав землю, игрок смотрит в окно. Там можно увидеть блоки булыжника, рандомно расставленные вокруг дома. Игрок ломает табличку и на ней пишет: «Пожалуйста, остановись». Начинает играть музыка, но вдруг все звуки резко останавливаются со звуком глича. Игрок отвернулся, а повернувшись обратно, видит, что надпись на табличке изменилась на «Нет, уходи». Раздается звук глича, и звуки возвращаются. Игрок убирает всю грязь и решает залезть обратно в дыру. Прокопавшись, он находит комнатку, которую он не выкапывал. Прокопав небольшой туннель, игрок ломает кирку, и происходит глич. Обернувшись, он видит перед собой табличку с надписью «Убирайся». Игрок отвечает: «Остановись, пожалуйста, я умоляю». Далее он вылезает из комнаты, убирает все таблички и пишет: «Оставь меня одного, пожалуйста». Затем ставит еще одну табличку и не дописывает фразу. Возможно, он хотел написать «Я не справляюсь», но это не точно. Вернувшись в яму, игрок слышит рев, а на новой табличке написано «Уходи, уходи, уходи». Испугавшись, игрок выходит из мира, и видео заканчивается. Следующее видео Exploration очень интересное и по совместительству самое долгое на канале. Вернувшись в мир, игрок вылезает из ямы. Проигрывается, вероятно, искаженный шум, и мы видим, что в доме расставлен булыжник. В этом видео игрок будет общаться с нами при помощи табличек. Выйдя из дома, мы видим жуткую картину. Начинает играть искаженная музыка, везде разбросаны блоки, а над входом в башню висит табличка. Не выдержав все это, игрок уходит от дома.
Пройдя еще, игрок замечает какое-то сооружение, но не решает подойти к нему слишком близко, написав «Здесь слишком много мобов». Также игрок сообщает, что когда начнется день, он подойдет к этому странному сооружению. Сломав топор и немного прогулявшись, проигрывается искаженный звук. Встретив паука и скелета, он пылает от них, а видео ускоряется. Наконец-то наступает день, пишет игрок. Скрафтив лодку, он возвращается к этой земляной постройке, которая оказывается шахтой. Такое не может сгенерировать Майнкрафт, и игрок это прекрасно понимает. Он ставит в шахте факел и выходит из нее. Происходит глич, и вернувшись в шахту, факела мы не видим. И игрок в страхе убегает оттуда. Раздается жуткий звук и начинает играть жуткая музыка. Когда музыка заканчивается, игрок продолжает убегать. После продолжительной ходьбы в лесу мы слышим глич, и дальность прорисовки уменьшается. Ну а теперь просто посмотрите, что происходит. Ну а потом опять. После этого игрок пишет: «Я больше не могу с этим мириться. Я не знаю, что происходит. Что-то в моем мире». Когда он отворачивается, надпись на табличке меняется на Твой мир? Он мой. Ухожу. Не выдержав, игрок пишет: «К черту, я ухожу». Конец видео. Рум. В этом видео игрок находит комнату с 3 железными дверьми. Сломав одну из них, он заходит в длинный коридор. Видимо, он кого-то встретил. Видео заканчивается гличом. Видео warning намного интереснее. Бродя по миру, игрок находит 4 таблички с угрожающим сообщением. Когда у тебя так много шансов. Так много шансов. Как я тебе и говорил. Тебе следовало просто выйти. И туда больше наград. Твоя грубость ведет тебя туда. Теперь мы знаем имя автора видеозаписей — Джейкоб. Также, кажется, эта сущность недовольна его поведением. Рум, часть 2. В этом видео Джейкоб бродит по миру и находит странное сооружение. Войдя в него, мы видим таблички с закодированным текстом. Декодированный текст звучит так. Этот мир не твой, Джейкоб. Он выходит из комнаты и через время находит башню, на которой есть табличка с опять закодированным текстом. Я собираюсь тебя убить. Пройдя еще немного, Джейкоб находит еще одну табличку. На ней написано Отойдя от дерева, он проваливается в комнату с одной дверью. Перед ней стоит табличка, на которой написано
Я призываю тебя, Джейкоб. Видео обрывается. Увидев трэп, Джейкоб строит ловушки для этой сущности и возвращается на свою новую базу. Проходит время. Джейкоб выходит на улицу, а в ловушку попалась сущность. Трэп, часть 2. Джейкоб возвращается в мир, но в ловушке больше никого нет. Это очень сильно пугает Джейкоба, и он застраивается дома. После этого Джейкоб выкапывает подвал и шахту. Он очень боится выходить наружу, боясь того, что эта сущность будет навредить ему. Вдруг Джейкоб слышит звуки ломания земли. Смотрит через дыру на дверь и видит, что земли нет, а дверь открыта. Он быстро застраивается, и на этом видео обрывается. Трэп, часть 3. Вау! Джейкоб обратно заходит в мир, но в подвале и доме нет факелов. Он пытается поменять дальность прессовки, но безуспешно. Выйдя на улицу, Джейкоб видит стену с табличками. Текст на них зашифрован при помощи шифра Цезаря. Ты думаешь, что покинув этот мир, сможешь временно остановить меня? Верно. Ты просто даешь мне время настроить, создать и уничтожить все, что мне заботами приходится. Ты просто дурак, Джейкоб. Пройдя немного дальше, он находит еще таблички. Я собираюсь выбраться на свободу из этой видеоигры, Джейкоб. И первое, что я сделаю, когда выйду, это Джейкоб находит длинный проход. Зайдя в него, за ним начинает кто-то бежать. Проход закрывается, и мы видим на полсекунды белый силуэт. Кажется, мы теперь знаем, как выглядит сущность. Ром, часть 3. Джейкоб пытается пообщаться с сущностью, но безуспешно. В конце проход наружу застраивается, и Джейкоб выходит из мира. World 2. На половине видео проигрываются жуткие звуки, и можно увидеть черный силуэт. Странно, ведь в коридоре был белый силуэт. Возможно, здесь целых 2 сущности. В видео Corrupt 1 нет ничего интересного. В видео Deletion Error Джейкоб показывает нам странный баг. При попытке удаления мира Windows XP выдает ошибку. это Джейкоб. В последнем видео нет почти ничего интересного, кроме этого момента. Также версия Майнкрафта поменялась, но из-за размытия понять, что это за версия, невозможно. Если что-то разглядели, то напишите в комментариях, что именно. На данный момент видео не выходили уже 2 месяца, но я надеюсь увидеть продолжение, так как история выглядит незаконченной. Но даже сейчас можно много чего обсудить. Давайте сначала узнаем хронологию событий. Видео Mines Encounter Prepare Return Exploration Расположен в хронологическом порядке. Мой английский замечательный. Вероятно, после этих событий Джейкоб создает второй мир и записывает видео в World 2. Вероятнее всего, после видео World 2 идет видео Warning. Мы видели, что на спавне второго мира заснеженный биом. Такого мы не видели на первом мире. После этих событий, скорее всего, идут видео Trap 1, Trap 2 и Trap 3. Потом поймете, почему я так решил. После этих видео идут Room 1, Room 2 и Room 3. После этого идет видео Deletion Error. Как я это понял? Сейчас объясню. В конце видео Warning мы видим, что размер первого мира был равен 19,78 мегабайт. А в начале Trap 3 мы видим, что размер изменился, и теперь он равен 20 мегабайт. Скорее всего, Джейкоб просто зашел на несколько минут, проходил и вышел. Но в
вспомним, что было написано на табличках видео Trap 3. Ты думаешь, что покинув этот мир, сможешь временно остановить меня? Верно. Правильно. Ты просто даешь мне время настроиться, да, и уничтожить все, что мне заботами подходит. Ты просто дурак, Джейкоб. Видимо, пока Джейкоб играл на втором мире, сущность что-то меняло в первом. В видео Deletion Hero мы видим, что размер первого мира равен 21 гигабайту. Значит, размер увеличился из-за событий в видео Room 1, Room 2 и Room 3. Видео Corrupt 1, возможно, был самым первым, и там был момент первого появления сущности, но это не точно. Логично, что самое последнее видео будет последним видео на канале, так как там новое обновление и события видео Room 1, Room 2 и Room 3 уже произошли. Я это все сделал, чтобы было понятна история этого ARG. Джейкоб играл на старой версии Майнкрафта. После создания первого мира произошел странный глич. Вероятнее всего, появилась сущность. После этого она себя никак не проявляла, но когда Джейкоб спустился в шахту, сущность решила напасть на него. Зачем Джейкоб решил уйти от своей базы? Возле нее что-то обитало, да и жить в ней уже невозможно. В конце Джейкоб решил попробовать создать новый мир, ведь на старом что-то обитало, но оказалось, это обитало и во втором мире. После этого Джейкоб решает поймать сущность, но безуспешно. В конце она нападает на него, и, видимо, мир больше не играбелен. После этого Джейкоб решает попробовать поиграть в первом мире, но в конце концов пугается и больше в него не заходит. И пытается его удалить, но безуспешно. В конце концов выходит новая версия, и Джейкоб решает продолжить играть в первом мире. Надеюсь, что из-за смены версии сущность пропадет, но он ошибался. На данный момент это все. Я буду ждать продолжения и надеюсь, мы сможем понять, что это за сущность. Если появится новая информация, я о ней сообщу. Пишите комменты, понравился ли вам такой формат видео. Если да, то я продолжу его снимать. А с вами был Кустал, и я устал, и это конец видео. Я заколебался.